Введение. 15. Есть затем люди, усматривающие опасность повсюду и особенно во всем том, чего они не знают. Так, они не упускают случая сделать неблагоприятный вывод из того, что некоторые лица, предавшись этим исследованиям, лишились рассудка. Как здравомыслящие люди могут видеть в этом факте какое-либо серьезное возражение? Разве не точно так же действуют на слабый мозг и любые другие интеллектуальные занятия? Да знают ли, сколько безумцев и маньяков было произведено математическими, медицинскими, музыкальными, философскими и прочими исследованиями? Но что это доказывает? Разве следует из-за того отказываться от этих исследований? Работами физическими люди калечат себе руки и ноги, кои суть орудия материального действия. Интеллектуальными работами люди калечат себе мозг, кое есть орудие мысли. Но если и сломано орудие, то не так обстоит дело с самим духом, он неприкосновенен. И когда он освобожден от материи, то с тем же успехом наслаждается полнотою своих способностей. В своем роде, как человек, он является мучеником труда. Любой вид чрезмерной умственной деятельности может повлечь за собою сумасшествие. Науки, искусство, самая религия поставляют свою долю в дома умалишенных. Сумасшествие имеет своей первопричиною органическую предрасположенность мозга, кое делает его более или менее доступным некоторым впечатлениям, и со временем она может проявиться в форме мании, которая станет тогда навязчивой идеей. Навязчивая идея может быть идеей о духах у того, кто занимается этим, как может она быть и идеей о Боге, об ангелах, о дьяволе, о богатстве, о власти, о каком-то искусстве или науке, о материнстве, о какой-либо логической или общественной системе. При этом возможно, что тот, кто сошел бы с ума на почве религии, стал сумасшедшим на почве спиритизма, если спиритизм сделался его преобладающим интересом, так же как тот, кто свихнулся на спиритизме, мог бы свихнуться и на чем ином, в зависимости от обстоятельств. Мы, стало быть, говорим, что спиритизм не имеет никакого преимущества в этом отношении. Но мы идем дальше, мы говорим, что спиритизм, надлежащим образом понятый, является надежной защитой от безумия. Среди наиболее частых причин мозгового перевозбуждения следует считать разочарование, несчастье, расстроенные чувства, которые в то же время являются самыми частыми причинами самоубийства. Истинный же спирит смотрит на вещи этого мира с точки зрения, столь высоко расположенной. Они представляются ему столь малыми, столь жалкими рядом с ожидающим его будущим. Жизнь для него столь коротка, столь мимолетна, что беды, страдания и муки являются в его глазах лишь мелкими дорожными неприятностями. То, что у другого вызвало бы взрыв чувств, его затрагивает лишь самым незначительным образом. Он знает, однако, что жизненные огорчения являются испытаниями, которые служат его же продвижению, если он выносит их без ропота, потому что ему будет воздано по храбрости, с которой он их перенес. Его убеждения, стало быть, дают ему такое смирение, каковое оберегает его от отчаяния и, следовательно, от всегдашней причины сумасшествия и самоубийства. Он знает, помимо того, через описание, даваемое ему сообщениями с духами, участь тех, кто добровольно укорачивают свои дни, и картина эта достаточно хорошо нарисована, чтобы дать ему пищу для размышлений. Значительно также число тех, которые были остановлены на сём пагубном скате, и это один из плодов спиритизма. Пусть скептики, сколько им угодно, над этим смеются, мы желаем им тех утешений, которые спиритизм дарует всем, кто дал себе труд промерить его таинственные глубины. К числу причин безумия следует отнести еще страх, а страх перед дьяволом повредил не одну голову. Кто знает, сколько жертв было вызвано воздействием на впечатлительные умы этой отвратительной картины, которую стремились сделать еще более устрашающей, безобразными подробностями. Дьявол, говорят, пугает лишь малых детей. Это узда, делающая их послушными. С тем же успехом это удается выдумками об оборотнях и вампирах. Но только, когда дети перестают их бояться, то становится еще хуже, чем прежде. И ради такого распрекрасного результата не принимают в расчет число эпилепсий,
вызванных потрясением чуткого и впечатлительного ума. Религия была бы очень слаба, если бы за отсутствием страха сила ее могла быть сокрушена. По счастью, это не так. У нее есть иные средства воздействия на души. И именно спиритизм поставляет ей средства самые действенные и серьезные, лишь бы только она сумела употребить их с толком. Он показывает реальную природу вещей и тем самым нейтрализует пагубные последствия чрезмерного страха.